Приветствую, друзья! Для тех, кто меня не знает, меня зовут Дарья, я художник-акварелист. С 22 года я живу и работаю в Армении. Обычно в начале месяца я записываю видео с отчетом о работе, которую я проделала в предыдущий месяц. Отвечаю на вопросы, делюсь своими новостями, мыслями и так далее. Сейчас начало марта 2024 года, и прошедший февраль был насыщен сложными эмоциональными переживаниями. Я думаю, что тот, кто следит за новостной повесткой, понимает, с чем это связано. Кроме того, в феврале я отпраздновала свой 34-й день рождения, и в связи с общим эмоциональным информационным фоном и я столкнулась со сложными эмоциональными переживаниями, такими экзистенциальными, о том, насколько важно то, что я делаю, насколько это нужно, ценно, и почему вообще я этим занимаюсь, ради чего, ради кого, и кому, собственно, от этого лучше. И перед тем, как записывать это видео, у меня было очень большое сопротивление, собственно, потому что я во многом обесценила то, чем я занимаюсь. Мне стало казаться, что это не нужно. Это не нужно, такое маленькое слово, но в этом слове может быть очень много всего, что довольно сложно объяснить. Но пожив с этими мыслями, я решила, что будет ценно и важно записать видео, в котором я поделюсь. Возможно, вы тоже поделитесь в комментариях своим опытом, своим фидбэком на эту тему, на тему того, как возвращать себя в ресурсное состояние, как продолжать работать, продолжать заниматься творчеством, несмотря на все то, что происходит вокруг нас. Я думаю, что нормально подвергать сомнению то, чем вы занимаетесь, нормально задавать себе экзистенциальные вопросы, но важно также уметь возвращать себя к деятельности, уметь выходить из упаднических настроений, потому что это важно, и мы должны продолжать жить, иначе зачем это все? Чуть-чуть расскажу новостей о значимых событиях в этом месяце, а потом поделюсь моим опытом того, как возвращать себя и поддерживать себя в ресурсном рабочем состоянии, несмотря ни на что. Итак, из новостей в феврале прошла отборочная выставка в Союз художников. Я выставляла 2 картины. Одну картину повесили на экспозиции. Очень интересно было посмотреть. Интересный был опыт того, что мне казалось, что у меня очень большая картина. Картина называется «Пора домой». Понимаете, что она имеет некоторый политический окрас. Я поставила рядом такие военные ботинки и в такой солнечной атмосфере персики как символ жизни, такой жизни, любви, радости, жизни в радости. И такая картина надежда с тем, что чтобы возвращаться как раз к этому, немножко к теме нашего видео. Очень рада была поучаствовать. Из опыта то, что картина мне казалась очень большой, поскольку я работаю в небольшой, так скажем, хоум-мастерской. То есть у меня даже неполноценные потолки. Вы видите сзади, это такой наклонный потолок. Я живу в мансарде. Но в стенах огромной галереи Союза художников, такого сталинского образца здания,
большой, с большими пространствами. Картинка, конечно, выглядела очень маленькой, и я задумалась о том, как я могу э, пробовать делать что-то больше, что-то более масштабное. Э, Возможно, к этому тоже приду. Вдохновилась на эту тему. Об этом, кстати, тоже скажу когда будем разбирать по порядку поиски ресурса. У меня тут по пунктам все записано, я стараюсь не распыляться. А вторым значимым событием для меня была поездка в Грузию. Надо сказать, что с момента моего переезда в Армению я ни разу не выезжала за территорию этой страны. Один раз я делала то, что называется визараном, но это было просто формальная поездка для того, чтобы поставить печать в паспорте. Поездка в Грузию была очень насыщенная, эмоциональная. Она такой был для меня подарок на день рождения. Большое впечатление произвело на меня Тбилиси. Очень интересно, как художнику наблюдать, насколько по цветам отличается этот город от Еревана. Он такой... Ну, я, правда, попала еще в не очень солнечную погоду. У нас было, все время над горами висели такие синие, глубокого синего цвета тучи. И больше всего мне понравилось сочетание красных крыш, которых, кстати, нету в Ереване практически, и вот этого синего глубокого цвета гор. Специально не брала с собой большие форматы, взяла маленький скетчбук и рисовала только для себя, только для удовольствия в таком без долженствования, так скажем, чтобы это действительно была поездка для отдыха и для вдохновения и напитывания. Ну а теперь давайте вернемся к основной теме этого видео, которое я заявила. Как же возвращать себя в ресурс и поддерживать себя в ресурсном состоянии. И первое, что я вынесу за скобки моего чек-листа, как вернуть себя в ресурс, это физика, это физическое состояние тела. Потому что можно сколько угодно работать с головой, но так как мы люди творческие, и для меня это, например, тоже такая болезненная тема, потому что я увлекающийся человек, и договориться с собой, чтобы вовремя лечь спать, чтобы правильно питаться, чтобы выходить на свежий воздух и достаточно заниматься физическими какими-то упражнениями, ходьбой, там, для каждого свое. Следить за тем, чтобы у вас было достаточное количество витаминов. Я не врач совсем, нет, и не буду погружаться в эту тему. Я думаю, что каждый сам для себя решает, каким способом он следит за здоровьем, но дожив до моих 34 лет, я понимаю, что для меня уже сон является приоритетом, и я понимаю, что очень большое количество вопросов снимается просто через укрепление тела и укрепление состояния здоровья тела. Какие инструменты вы здесь будете использовать, я не буду давать рекомендации. Я думаю, что каждый сам для себя знает. Второй вопрос, который я тоже выношу за скобки общего списка каких-то лайфхаков, если это можно так назвать, это глобальный экзистенциальный вопрос. Зачем вы этим занимаетесь? Я думаю, что это видео будет больше полезно людям, которые занимаются творчеством в ключе развития как работы, потому что люди, которые, я буду говорить, рисуют, но здесь может быть что угодно, да, там лепят, поют, танцуют,
занимаются какой-то творческой деятельностью уже для того, чтобы наполниться ресурсом, не ожидая от творческой деятельности какого-то фидбэка, каких-то возвращений, для них, ну, это уже ресурс. Тут как бы уже немножко другой подход. Для людей, которые занимаются творчеством как более-менее профессиональной деятельностью или хотят развиваться в этой сфере как в профессиональной деятельности, а, рано или поздно наступают моменты творческих кризисов, каких-то экзистенциальных кризисов, кризисов, а, так скажем, исчезновения по каким-то причинам мотивации и так далее. И здесь очень важный вопрос вот этот, для чего я это делаю. Потому что бывает так, что мы начинаем заниматься творчеством, потому что мы увидели какого-нибудь блогера, и нам понравилась эта ролевая модель, и попробовав себя в ней, мы сталкиваемся с тем, что, ну, не получаем того ощущения, которое транслирует блогер. Но как, возможно, многие понимают, то, что мы видим там в условном каком-нибудь Инстаграме или Ютубе, это не вся жизнь человека, и некоторые люди, транслируя успешный успех, оставляют за кадром какие-то свои вопросы. Каждый развивается индивидуально, и, ну, это как один из моментов, когда как бы вот эта цель бывает ложной, и мотивация в этом случае пропадает. Мы не можем себя заставить что-то делать, если у нас нету в этом смысла, мы не понимаем, зачем мы это делаем. Человек — существо очень ленивое, и делать что-то, когда это можно не делать, когда в этом нет смысла, мы всегда найдем себе причину, чтобы этого не делать. Мне очень помогает упражнение банальное, когда ты задаешь вопрос себе: зачем я это делаю, зачем я рисую? Я рисую для того, чтобы... И дальше, когда отвечаешь на этот вопрос, например, я рисую для того, чтобы стать известным художником. И дальше задаешь опять себе вопрос: зачем я хочу стать известным художником? Я хочу стать известным художником для того, чтобы, не знаю, быть богатым или там быть, там получать. Часто этот вопрос приводит к тому, что все упирается либо в страх смерти, либо в, ну, такой страх смерти из-за бытия, либо желание получить больше любви. Потому что, ну, получить больше денег — это на самом деле тоже получить больше любви. Любви, признание, безопасность там еще бывает. Вот. И, возможно, задавая эти вопросы, может статься так, что какое-то из путей ваших действий окажется более... Ну, его можно как-то оптимизировать. Я надеюсь, это понятно. Я еще буду как бы раскрывать эту тему на примере, чтобы долго на ней не сидеть, перейду к следующему моменту. Если мы ответили себе на вопрос, зачем мы этим занимаемся, и нам подходит этот ответ на вопрос, мы понимаем, что да, есть мотивация, но все-таки ресурса почему-то нет. Важным является проанализировать, а куда он уходит. Многие люди, кроме того, чтобы заниматься творчеством, вынуждены работать, выполнять какие-то социальные роли, там, жены, мамы, не знаю, какие-то еще роли, и не все могут как бы быть таким условно таким свободным творцом, свободным от каких-то социальных обязательств. И, соответственно, на обслуживание нашей жизнедеятельности мы от нее как получаем ресурс, так и может уходить какое-то количество ресурса.
Это большая работа, психологическая работа, работа анализом себя. Есть упражнение, которое мне очень помогало, и я периодически к нему возвращаюсь, когда в течение дня, допустим, с интервалом в 3 часа я ставлю себе будильник, и по будильнику я прекращаю какую-либо свою деятельность, открываю какое-то приложение, там есть много приложений, там типа дневник, заметки или что-то такое, и записываю, как я себя сейчас чувствую, и в этом отслеживаю, там, если я хорошо себя чувствую, если у меня есть там подъем энергии, я себе отвечаю на вопрос, откуда, ну, откуда оно пришло, да, что мне помогло себя чувствовать лучше. Если была потеря энергии за этот период, за эти 3 часа, я чувствую, что там энергия снизилась, то я, соответственно, анализирую, почему она, ну, там, куда она ушла. Это занимает там буквально такой перерыв на 15 минут, но помогает отследить даже вот в течение недели, проделывая такие манипуляции, можно отследить, куда у вас уходит ресурс. Из частых, частых моментов, куда может теряться ресурс, я могу разделить условно на две части, те вещи, которые отнимают ресурс. Первая часть — это то, что отнимает ресурс, и по сути нам не нужно. Мы можем это исключить из своей жизни без потери для себя. Вопрос только в том, чтобы понять, какая до этого, какая там была связка, на чем была зацепка, почему мы продолжали этим заниматься. Ну, например, если мы регулярно разговариваем с каким-то человеком и после него чувствуем опустошение, нам совсем не обязательно общаться с этим человеком, он там не является нашим близким родственником или каким-то значимым для нас человеком, не знаю, там, начальником или кем-то еще, а мы продолжаем почему-то с ним там регулярно приходить. Есть, бывают такие, бывают такие люди, такие вот тетеньки во дворе, которым до всего есть дело, и которые очень любят сувать свой нос. Я помню, что у нас тоже была такая, то есть она и есть до сих пор, такая тетушка, которая там по поводу ИПС разговаривает, и мне все время как-то задевала, расстраивала. Мне не нравилось с ней разговаривать. В какой-то момент я приняла решение, что, ну, разговаривала я с ней из вежливости, но потом я поняла, что я могу не разговаривать с ней вообще, здороваться, говорить «ага», и идти дальше по своим делам. Мне стало гораздо легче, и гораздо легче стало моему сыну, который тоже очень злился от того, что, ну, то есть интуитивно чувствовал, что я напрягаюсь от этих разговоров, и он тоже почувствовал облегчение от того, что можно не поддерживать общение с теми людьми, которые не нравятся, и не хочется с ними общаться, если это нету в этом необходимости. Второй момент — это то, что отнимает ресурс, но то, что необходимо делать. Например, я терпеть не могу звонить по телефону. Для меня это прям каждый раз я могу там час, во-первых, собираться, банально там записаться к стоматологу, позвонить. Здесь в Армении это, ну, очень мало кто дошел до таких сервисов, когда можно там через WhatsApp, через какие-то приложения записаться. Очень часто приходится звонить, разговаривать, выяснять, договариваться. И я понимаю, что, ну, не могу этого не сделать. Для меня тоже таким же фактором было делать уроки с ребенком. Очень энергозатратно и, соответственно, немного пользы. В таких вещах хорошо бы еще раз уточнить у себя, проанализировать какие-то опции и узнать, а могу ли я это
кому-нибудь делегировать. Например, если это домашнее задание с ребенком, может быть, можно найти какого-то репетитора, а может быть, есть кто-то из, не знаю, родственников или какая-нибудь соседка, которая с радостью может позаниматься с ребенком и сделать какие-то там домашние задания. А, И не всегда бывает такая функция, не всегда у нас достаточно ресурса на это. И здесь как бы нужно честно понять, что да, вот это действие я никому не могу делегировать, у меня сейчас нет на это там возможности, я должна его делать, или там никто, кроме меня, это не может сделать, я должна это сделать сама. В этом случае нужно сразу, а, уже понимая, что это действие будет энергозатратно, закладывать время на восстановление и на отдых. Если вы знаете, что вам предстоит неприятный разговор, и вы должны это сделать, можно сразу, зная себя, понимая себя, можно сразу там запланировать, что вы после этого пойдете там, не знаю, в кафе и выпьете там вкусный кофе или съедите какую-нибудь вкусняшку. Или, например, если это действие растянуто во времени, то есть вам нужно долгое время делать какую-то муторную, скучную работу, которая вас очень утомляет. Ну, тут как бы здесь действует принцип помидора. Кто-то его называет помидора, кто-то помидора, когда вы отрезок времени, там кто-то пользуется 45 минут, я пользуюсь 2 часа, потому что у меня, ну, я уже знаю, что у меня 2 часа рабочий режим, я только через 45 минут только вливаюсь в темп, а через 2 часа я точно знаю, что мне нужно сделать паузу, выпить чая, может быть, съесть какую-то вкусняшку, может быть, полежать, может быть, полистать соцсети, немножко разгрузить голову. И ну, ключ здесь в понимании себя, в честности с собой. Когда чем лучше вы понимаете себя, тем лучше вы можете договариваться вот с этими моментами и находить оптимальный для себя режим. Это были какие-то такие общие моменты, а теперь я перечислю какие-то конкретные вещи, которые, мне кажется, должны учитываться и быть включены в рабочий процесс любого творческого человека, потому что отдых — это тоже часть работы. Мы с вами не роботы, и даже роботы, да, вот там у кого есть робот-пылесос, да, он поработал, он должен пойти на зарядку. Мы тоже поработали, мы должны пойти на зарядку и обязательно себя вовремя, вовремя ставить себя на зарядку, подключать к себе к источникам питания. Я очень люблю рассуждать в ключе современных технологий, потому что мне кажется, что это такие очень понятные аналогии с тем, как мы работаем. Понятно, что человек гораздо сложнее, но отдельные процессы протекают по аналогии. И я сейчас перечислю те принципы, которыми я пользуюсь сама, которые у меня сформировались из моего опыта. Если вам есть что добавить в комментариях, обязательно пишите. Мне будет очень интересно, как у вас это работает, как вы себя возвращаете в ресурсное состояние. И первый принцип — перезагрузки. Что происходит с компьютером, когда мы перезагружаемся? Вот все, как бы система повисла, не хочется ничего делать, все ничего не радует, просто тошнит от красок, смотришь на это, все расстраивает. Вот такое состояние. Все, выключаемся из этой деятельности. Причем я себя часто довожу до, если, опять же, если есть такая возможность, иногда, когда мы работаем над проектом, и проект не свободный, то есть мы должны выдать какой-то результат, к сожалению, такой возможности нет. Но как только такая возможность появляется, есть такая потребность, я поняла, что для меня полезно делать паузы и переставать рисовать вообще.
до тех пор, пока желание рисовать не станет таким, что я уже вот, ну, прям хочу уже взять краски в руки. Ам, Потому что, иногда мы себя нагружаем вот этими процессами. Эм, То есть это, знаете, как в программу мы начинаем давать ей тыкать, ждать от нее результата, а программа уже перегружена, и нужно просто время, чтобы вот эти все процессы устаканились, и мы ну, как бы с чистого немножко очиститься от вот этих висящих окон внутри нас, которые ждут своей очереди, чтобы мы их решили. Или, может быть, как бы есть какие-то там новые, новые приложения, новые какие-то обновления, которые скачались, а мы из-за того, что... Или они не скачались, вот они ждут здесь в облаке, чтобы подгрузиться к нам в мозг. И мы, находясь в постоянной деятельности, не можем, не останавливаясь, не перезагружая свою систему, мы, ну, как бы немножко даже устареваем, не подгружаем вот эти новые приложения и теряем связь с реальностью, теряем связь с собой очень часто. Второй момент, возвращаясь к скачанным обновлениям, это подключение к общему информационному полю. И здесь важен баланс. С одной стороны, просмотр там каких-то соцсетей, Пинтереста в определенной степени он может вдохновлять. Мы посмотрели, мы увидели, ах, как красиво, я тоже так хочу, ах, как красиво, все там, вот у нас какой-то набрали информации, и дальше очень важно понять, в какой момент вас это вдохновляет, в какой момент это может вызывать у вас либо перегрузку, либо прокрастинацию такую, ну, там, связанную, например, с тем, что вам кажется, что все вокруг делают что-то невероятное, а вы ничего не делаете. То есть сейчас на многих телефонах есть таймеры на соцсети. Там у меня, например, там на Инстаграм стоит таймер 15 минут. То есть я в один в один заход стараюсь не смотреть больше 15 минут ленту Инстаграм, как-то себя ограничивать. И как и с системой, да, когда мы скачали какое-то обновление, да, вот мы подгрузились, да, загрузили какую-то новую информацию, мы обрабатываем информацию через практику. Очень важно сразу пойти в практику. То есть, когда мы много нагрузили информации, ее не обработали, ну, скорее всего, это будет слив энергии, потому что мы потратили энергию на то, чтобы потребить информацию, никак с ней не распорядились дальше, просто она куда-то ушла, да, прошла мимо нас, и все. Когда мы ограничиваем время потребления контента, информации, которая, несомненно, нужна всем художникам. Раньше художники ходили на выставки, ходили на какие-то биеннале. Как-то сейчас можно даже не выходить из дома, честно говоря, если вам это подходит для вашего стиля жизни, и прекрасно развиваться как художник только через онлайн инструменты. И вот вы ограниченное количество информации потребили, дальше вы должны перейти к практике, то есть творчество — это создание. Мы должны... Информация — это потребление, творчество — это создание. Мы должны пойти в творчество для того, чтобы та информация, которую мы потребили, действительно была ресурсом, чтобы она была вот этим топливом для того, чтобы, переработав ее, начать делать что-то свое. Дальше я сделаю маленький перерыв, покажу вам свои картины, которые я написала за февраль. Я традиционно делаю это в таком формате видео. Знаю, что многие тоже вдохновляются моими картинами и любят эти видео именно за это. К слову, все картины можно приобрести, можно заказать принты по этим картинам. Но и по картинам, по которым есть записанные уроки, я тоже буду комментировать. Начну вот с этой
картины. Вот здесь она находится. Сейчас я немножко передвину камеру, чтобы было лучше видно. Вот такая работа А3. Это одна из работ из цикла «Горы Армении». Я решила записать, для меня это тоже был такой челлендж, записать несколько видео с разными техниками, с разными подходами к рисованию, с разными реально существующими в Армении горами или горными цепями. Таких видео 5, они есть, наверное, где-то здесь будет подсказка, я вставлю. По каждой работе записаны видео с комментариями, они есть в открытом доступе в YouTube. Смотрите и вдохновляйтесь, буду рада, если вас это вдохновит, и вы узнаете для себя какие-то новые интересные техники. Ну, собственно, вот первая работа из этого цикла. Это Арагац, такой он со снежком. Это у нас такой в импрессионистской манере я постаралась сделать большую скалу, гору Хуступ. Вот это тоже очень в такой свободной манере, интересная техника написания неба с такой свободной текущей акварелью. Обязательно посмотрите такое видео, если вам хочется в ваших работах больше импровизации и больше свободы. Вот. Ну и вот такая вот гора с отражением. Здесь я использовала гранулирующие цвета, оксид Black, для того, чтобы добиться такого эффекта немножко небрежности, немножко такой текстуры, такой темной песочной. Это видео тоже есть на YouTube в открытом доступе в плейлисте «Горы акварелью». Еще 2 видео, которые доступны на Бусти и на Патреоне. Кстати, полное видео с горой Арагат, с разбором построения рисунка, тоже доступно на Патреоне и на Бусти. Если у вас вызывают сложности именно построения формы горы, там я подробно объясняю, как строить эту форму. Мы работаем сейчас много с цветом. Вот у меня 2 такие работы. Сравните цветовую гамму. Одна такая холодная зимняя, другая очень теплая, хотя я не отвечаю, что здесь время года именно теплое. Ну вот много и подробно работаем с холодными и теплыми цветами, чтобы лучше их понять. Если у вас эта тема вызывает любопытство и хочется больше и лучше чувствовать оттенки цветов, я рекомендую вам зайти. Уроки можно купить как по отдельности, так и оформить месячную подписку с обратной связью или без обратной связи, там, в зависимости от ваших пожеланий. И еще 3 работы, которые написаны, так скажем, в моем личном исследовании цвета акварели, и мне в этом месяце было интересно тема воды, тема такого погружения и вот текстуры воды. Вот такие 2 у меня работы были с персиками. Одна из них над поверхностью, в другой у меня уже пошло под поверхность. Возможно, я еще вернусь к этой теме. Не все еще мне удается так, как мне хотелось бы. Ну, посмотрим, как у меня будет с вдохновением. И еще одна более такая большая работа с
девочкой обнаженной. Ну, собственно, вот эти предыдущие работы были подготовительным этапом к вот этой работе. Вот называется погружение. Мне хотелось передать вот эту эмоцию погружение внутрь себя, погружение в свои мысли, переживания, чувства, эмоции. А, Напишите в комментариях, насколько мне это удалось, как вам это все. Напоминаю, что все работы можно купить, можно подписаться на Boosty и Patreon. Все ссылки есть в описании под видео. А я продолжу тему ресурса, возвращения себя в ресурс и поддержания себя в ресурсном состоянии. Следующий пункт, который может быть важным для поддержания себя в ресурсном состоянии, это поддержка извне. Есть люди, которые более интровертны, есть люди, которым более важно получать внешнее одобрение, поглаживание. Но в целом все мы существа социальные, и так или иначе мы нуждаемся в поддержках, лайках, каких-то добрых, теплых словах. Мы не можем постоянно находиться в вакууме. Для этого существовали и существуют выставки, для этого мы заводим социальные сети, публикуемся. Кстати, не забудьте поддержать меня и поставить этому видео лайк. Можно также поддержать материально. Я только что говорила про Boosty и Patreon. Это все про это. Я так же, как и вы, живой человек, нуждаюсь в этой поддержке. И в том числе в поддержке материальной мы часто тоже очень нуждаемся. Очень сложно бывает творческому человеку начать зарабатывать на творчестве, перешагнуть вот этот момент от того, когда ты рисуешь для себя и когда ты начинаешь на этом зарабатывать. И совершенно по-другому начинаешь относиться к себе и к своей деятельности, когда это начинает приносить деньги, и ты сам начинаешь ценить и понимать, что то, что ты делаешь, это может оплачиваться, и люди готовы за это платить. Здорово, если вы в начале пути по чуть-чуть вы будете пробовать начинать предлагать свои услуги за деньги. Не знаю, нарисовать портрет, нарисовать какие-то иллюстрации для чего-то. По чуть-чуть, чувствуя вот этот отклик, вы будете понимать, насколько увереннее вы себя чувствуете. И наоборот, когда мы сталкиваемся с тем, что то, что мы делаем, не дает никакого отклика, там условно есть много таких видео, когда ты там час записывал видео или там час записывал какой-нибудь там Reels, Shorts, а он там собрал 10 лайков или почти ничего. Тоже бывает сложно. Очень хорошо работают всякие группы поддержки, чаты поддержки, комьюнити. Есть комьюнити в городах, где люди собираются вместе, чтобы рисовать скетчи, чтобы рисовать наброски. Можно найти как готовое комьюнити, так и попробовать создать его самостоятельно, если вы его не нашли. Не всегда это бывает просто, иногда это бывает ресурсозатратно. Да, оценивайте свой ресурс, насколько вам это нужно. Ну, я, например, в прошлом году много занималась тем, что организовывала выезды на пленэры. Каждые выходные мы с ребятами, такими же переехавшими или даже местными, ездили в разные места Армении, рисовали. Для меня это было супер ресурсное мероприятие. Это оплата всегда была donation, или мы там скидывались вместе на трансфер до определенного места, потому что я знала, что для меня это тоже ресурс. То есть я уже получаю это как бы не коммерческое мероприятие, а я прежде всего получаю энергию от того, что вместе с кем-то езжу вот на такие выезды. Не знаю, как будет в этом году, посмотрим. У меня
немножко другие приоритеты, но я буду делиться. Кстати, если вы планируете приехать в Армению, в Ереван, и хотите, чтобы я для вас организовала выезд в пленэр, я открыта к всяким разным таким предложениям. Все условия можно обсудить, как это будет, где это будет. И, в общем, вот такая опция тоже есть. В общем, завершая этот блог, я хочу сказать, что обязательно ищите себе своих людей. Если в вашем окружении сейчас нету людей, которые вас поддерживают в вашем творчестве, ищите комьюнити в вашем городе, ищите в социальных сетях. Очень много групп. Обычно каждый обучающий курс, и я в том числе, организует какую-то группу в Телеграм, где люди продолжают делиться своими работами. Это тоже работает вот с этой мыслью. Нам нужны люди, которые нас понимают. Следующий неочевидный для многих пункт. И особенно это бывает сложным, когда мы переходим от работы, куда мы уходим из дома, наряжаемся, делаем укладку, делаем макияж, как-то себя приводим в порядок, к надомной работе, когда мы встаем с кровати и не испытываем как будто бы вот этой потребности совершить какой-то утренний ритуал, пытаемся вот в этом же состоянии начать работать, как обычно, в пижамке, вот с какой-то вот такой вот копной на голове, там как-то так. Такой подход к работе очень быстро приводит к какой-то расфокусировке, прокрастинации. Есть одна замечательная писательница, которая писала о том, что она готовится к встрече с музой. Если ей необходима вот эта встреча, она всегда приводит себя в порядок, надевает хорошую, там, красивую одежду, пользуется духами, в общем, по полной программе приводит себя в порядок. Подумайте, возможно, для вас тоже этот способ работает. Для меня он часто работает. Я перед тем, как начать рисовать, или если у меня есть вот сложность с тем, чтобы сфокусироваться и начать работать, я часто там меняю одежду, подбираю под настроение то, как я хочу выглядеть сейчас, может быть, там, делаю легкий макияж, или есть еще всякие разные ритуалы, убраться на своем рабочем месте, зажечь свечи, какие-то благовония, может быть, включить определенную музыку, может подготовить себе какой-то особенный завтрак, да, там не плюхнуть какую-то там яичницу на тарелку, а как-то вот красивенько это сделать. Вы можете посвятить какое-то отдельное время тому, чтобы прописать свои ритуалы или подумать о том, какие это могут быть ритуалы. Часто это не отнимает очень много времени, но позволяет собрать себя, собрать свою вот эту вот энергию от такого пространного, расслабленного состояния в состояние, когда вы готовы встретиться с музой. Вы подготовились к работе, сказали ей: здравствуйте, вот это я, давайте с вами поработаем. Вот так оно работает у меня. Еще один очень важный момент, который позволяет сохранять ресурсное состояние, это планирование. Очень часто творческого человека ассоциируют с каким-то таким очень летящим, непостоянным, импульсивным созданием, но это не всегда так. Дело в том, что работа над творческим проектом часто занимает много времени. Возможно, те, кто как-то касались истории искусства, знают, что многие картины великих художников были написаны в течение года. Как вы думаете, если бы человек был вот таким вот
суперимпульсивным и без строгого планирования, мог бы он сфокусироваться на этой задаче, постоянно сохранять мотивацию для того, чтобы продолжать работу в течение года или нескольких лет. Планирование, деление слона на кусочки очень важная часть творческого процесса. У нас есть идея, вот она такая летящая, большая, прекрасная. Дальше мы кладем ее в условную сетку Google календаря и разбиваем ее на кусочки. Например, если мы вдохновились, допустим, горами Армении и решили написать несколько работ, процесс создания, во-первых, какое количество работ и для чего. Может быть, это просто, опять же, я не беру вариант, когда это просто мне нравится, я рисую, это чуть-чуть другое. Когда нам нужно возвращать себя в ресурс, когда для нас творчество не всегда является непосредственно ресурсом. И есть вот эти провалы в мотивации. И, допустим, если у нас нужно нарисовать 10, меня вдохновляют горы Армении, я хочу запечатлеть это в своих работах, создать какую-то серию картин. Соответственно, мне нужно изучить техники, мне нужно сделать какое-то количество набросков, мне нужно посвятить какое-то время тому, чтобы, собственно, нарисовать эти 10 картин, а потом, возможно, если у меня есть на это амбиции, мне еще нужно опубликовать это в соцсетях, поделиться этим, может быть, с моими коллегами или организовать выставку. И тут тоже добавляются пункты, а может быть, я захочу напечатать открытки на эту тему. Тут чем масштабнее проект, чем масштабнее вы мыслите, тем больше вам необходимо планирование. И, как ни странно, планирование, оно не ограничивает творчество. Вы можете фантазировать и творить и сколько угодно, но творчество — это все-таки деятельность, которую мы делаем. То есть кроме идеи, идеи, они такие легкие, невесомые, витают в воздухе. Для того, чтобы идея обрела материализацию через нашу творческую деятельность, планирование помогает структурировать этот процесс и чувствовать определенную безопасность, понимать, что ты сейчас делаешь. Есть еще один фактор планирования в том, что когда мы хотим какую-то масштабную цель, и двигаясь к ней, мы часто не чувствуем этого эндорфинового подкрепления, потому что мы не достигаем. Когда мы делим масштабную цель на маленькие кусочки, мы получаем, как в школе, знаете, или в детском саду, деткам клеят звездочки или оценки нам ставили. Маленьким деткам, клеют звездочки. Важно себе тоже клеить эти звездочки, придумать себе какие-то бонусы. То есть 2 часа я поработала над этим проектом, я пойду и попью чай. Или я сегодня вот так поработаю, потом я пойду не знаю, на выставку, скажем. В общем, все зависит от вас. И это, возвращаясь к началу видео, к тому, что чем лучше вы будете понимать себя, свои ресурсы, свои процессы, которые у вас происходят, те интервалы времени, в которые вам комфортно работать, те ресурсные вещи, которые вас подкрепляют, тем лучше у вас будет это координироваться. Я сейчас работаю над курсом по планированию для творческих. Это тоже моя большая любовь и такой годами наработанный опыт того, как можно спланировать любую деятельность, чтобы она была более эффективной. Если вы смотрите это видео спустя пару месяцев, возможно, курс уже готов, и ссылка на него будет в описании.
Вот. Пока он у меня тоже планируется, курс по планированию планируется, потому что какие-то вещи я пересматриваю, именно потому что это планирование для творческих людей, и здесь нужен очень гибкий подход, и мне хочется, чтобы это действительно было а, полезно, а не так, какая-то очередной шаблон, который только будет мешать вам. Еще один момент, который может подстегнуть творческий процесс, это участие в челленджах. Он отчасти берет, как правило, в челленджах есть какой-то комьюнити, когда ты видишь, что вместе с тобой кто-то тоже выполняет вот этот челлендж. Можно устраивать себе челлендж самостоятельно, тогда здесь мы обращаемся к планированию. Например, если мы хотим хорошо научиться рисовать людей, мы берем и решаем себе, что мы каждый день будем рисовать человека или там человека в разной позе. Еще один лайфхак для тех, кто не хочет участвовать в чьих-то челленджах, хочет придумать себе что-то свое, используйте чат GPT. Тоже очень классно раскачивает такой творческий посыл. Задаете ему запрос, напиши мне там 20 слов, что нарисовать. Можно там скорректировать, добавить какие-то там описания, не знаю, там напиши мне 20 вариантов, как нарисовать горы. В общем, там можно поиграться и придумать себе вместе с ним какие-то прикольные задания. Тоже здорово работает. Я сама таким пользовалась. Еще один полезный для меня опыт был, когда, так как я являюсь фанатом планирования, и вот эта запланированность всего, она иногда забирает новые идеи. То есть, когда у тебя уже все спланировано, ты немножко блокируешь что-то новое. И в какой-то момент я почувствовала, что мне нужны какие-то новые идеи, я хочу как-то пересмотреть то, что я делаю, и я каждый день по 1 часу в день рисовала безоценочно, без каких-то задач, то, что вот прямо сейчас мне хочется. Вот я садилась в моменте, говорю, что я сейчас хочу нарисовать. Первое, что приходит в голову, вот я это рисую так, как мне хочется, без какого-либо плана. То есть такой тоже немножко обратная сторона планирования, ну, как и любое. То есть как любое лекарство становится ядом, когда есть передоз, так и любой метод, он начинает приносить вред какой-то или как-то ограничивающий может действовать, когда он фанатичный или когда мы немножко заигрываемся в это. И еще один момент, который стал таким производным вот такого челленджа, когда ты рисуешь, что хочешь, это момент того, чтобы записывать идеи. В заметках в телефоне, в блокнотике, где-то всегда иметь какое-то средство фиксации идей, потому что есть такая фраза, что вдохновение приходит во время творчества, да, когда ты начинаешь во время работы. Вдохновение приходит во время работы. Начинаешь работать, приходит вдохновение. Это работает, но есть еще один момент, что иногда вот эта муза, идея и какие-то классные вещи, они приходят совершенно в неподходящие моменты, когда нету возможности их реализовать. Но привычка фиксировать идеи, привычка там фотографировать сейчас. Мне очень нравится приложение «Дневник» у айфона, потому что там прям можно фотографию и подпись к ней зафиксировать. И у меня уже большой список вот таких идей. И в тот момент, когда вы готовы, у вас всегда есть вот эта вот копилочка, к которой вы можете обратиться, вспомнить вот эти чувства и эмоции, которые у вас вызывала эта идея, и от них тоже наполниться
А может быть, они как бы со временем устареют, и вы к ним не вернетесь. Но в любом случае фиксация, она помогает, и а, в нашем информационном поле, когда бесконечно вот этот поток информации, он проходит и уходит, вот это клиповое мышление, фиксация помогает тоже сохранять эти импульсы, так немножко их замораживать и фиксировать, чтобы они не летели вот с этой бешеной скоростью нашего времени. Ну и в завершении этого видео я хотела бы еще раз повторить идею, что прежде всего будьте внимательны к себе, честны с собой, отвечайте, не бойтесь каких-то, не убегайте от каких-то чувств, которые возникают, даже если они неприятные, негативные. По мере сил смотрите на них, старайтесь понять себя, почему вам это важно, и вы это чувствуете. Чем честнее вы будете с собой, тем легче вам будет выравнивать себя в такое стабильное рабочее состояние. Иногда нам нужно время для восстановления, и это честно к себе, это мы не роботы. Иногда нам нужна структура для того, чтобы поддерживать себя в более стабильном состоянии, а иногда нужно от этой структуры отказываться для того, чтобы увидеть что-то новое. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне будет очень приятна ваша поддержка. Поставьте лайк этому видео, поделитесь с друзьями, с теми, кому это может быть ценно и важно. Материально поддержать меня можно по ссылкам под видео. Мои уроки, мои картины, все это есть в доступе для вас. До встречи в следующих видео. Пока!